Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. И сегодня у нас на обзоре танчик из новогодних коробок, француз, тяжелый танк 8 левела, прем танчик, Char AP-58. Вот такая вот интересная, красивая, наверное, машина. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал, и пробей лайк под видео. Ну а мы слово передаем Михводу Петровичу. Давайте разбираться с этой тачкой. Итак, господа танкисты, к сожалению, я нигде не нашел ни картинок, ни на сайтах коллижен модели бронирования Char AP-58, вот, к сожалению, поэтому, броню мы посмотрим только здесь. Бронирование корпуса 105, вот, борт у нас 70, бронирование башни во лбу 210, вот, по бокам сотка. Подозреваю, что лючок ослабленное место, вот, а НЛД здесь тоже достаточно слабое, но ВЛД сотка мало, хотя имеет неплохой наклон брони, где-то, наверное, там под 160 есть, ну, других цифр я не могу предоставить. По пушке у нас установлена пушечка 9 левела, вот на танке, 400 альфа хорошая, да, 515 на фугасе, но бронепробитие на фугасе маленькое, 65, 243 пробитие на основном, 267 на голде, очень знатное пробитие на пушке, но, ребята, это 8 левел, 243. Пушечка заряжается 14 секунд, ДПМ нищий 1700, это правда все на стоке, 0.36 точность, последнее время стали делать тяжелые танки с хорошей точностью, 2,8 время сведения. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую, в четвертом блоке качаем притирку шестерни наведения, у нас некомфортное время сведения, надо улучшать. В пятом блоке звукоизоляцию, в шестом блоке вторым слотом берем на мобильность. По оборудованию рекомендую катать с досалом, с закалкой. И вот последнее время я бы сюда, конечно, стаб поставил. Но мне нравятся подвижные тяжелые танки, поэтому я поставил турбину. Вы можете вместо турбины поставить стаб. И тогда в полевой модернизации прокачивать вторым слотом на огневую мощь. По снарядам основной у нас бронебойный летит 1067 метров в секунду, нормально. А вот голда у нас подкалиберный летит 1334 метра. Это очень жирно, очень хорошо. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам-минусам машины. В целом, изучил я уже, поездил на этой машине. Это хорошо сбалансированный тяжелый танк 8 левела. И по хорошему счету на нем неплохо играется и от борта, и от башни. И в целом машина достаточно стабильная. Но по плюсу минус. Она хорошая альфа, но при всем при этом почти 11 секунд пушка заряжается. У нас есть минимально комфортные УВН в минус 8. И их в принципе достаточно, чтобы себя чувствовать даже на рельефных картах. У нас уникально хорошая точность пушки, как для тяжелого танка 0.32. Отличное пробитие на снарядах с хорошей скоростью полета. По пушке вопросов по сути нету. Вот, по ХП у нас 1650, и это прям норма, хорошо. По мобильности с турбиной 44 вперед, 18 назад, у нас 14 лошадей на тонну, немного вяло этот танк набирает свою максимальную скорость. Вот, по обзору у нас 425 метров, что чуть-чуть больше, чем стандарт на тяжелых танках 8 левела. Господа, машина, на мой взгляд, такая стабильно хорошая. Прям не имба, но играбельный тяжелый танк. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, на что эта тачка способна. Так, господа, обзор у нас нового танка боем. Французский тяжелый прям танк 8 левела. Char AP-58. Удрын какой. Ух. Так. ВКХ у них Е75, БЗ, альпийский. Ага. Ясненько.
Ну чё, едем в город? Сейчас посмотрим на подвижность, как набирает максималку. Ну-ка. Старое доброе чувство азарта. Старт тугой. Вперед! Старт тугой. Все, разгоняем это ведро. Так. Что нас там догоняют? Нет? Ну, что-то как-то вяло все едут. Ну, 40, 41 по прямой, 42 по прямой, 43. Все, включаем повышенную скорость, 43. Ну, прям не чемпион по подвижности, но едет. Ту-туру-туру-ту. У нас все в город поехали. Вы представляете, что происходит? Один танк остался на базе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пошло! Вошло. Не пробиваю. Не Гусеница пробили. восстановлена. Можно ехать. Не пробили. Все, готов. Хорошо. Ну они тоже так активненько-то в город приехали. Активничают. Ай-яй-яй-яй. Не фиксирую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На тебе. Вижу пробитие. Заряжаемся. Все, попали мы ему под маску. Ты все равно молодец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тигрулик.
Блин, на базе все плохо. Все, ты успокоился? Есть поджог. Можно ехать. Гусеницу починили. Блять. Гадин, я теперь просто мишень. Двигатель барахлит. Гусеница восстановлена, можно ехать. Попадание по модулю. Хорошо. Хорошо. Ну, победа, ребята. 2300 настреляли, 1000... Сколько там? Насветили, сумма 3500. Все. 61 секунду будем чиниться. Ремки нет. Но победа. Наши отстояли город. Ну, комфортное на самом деле орудие. Обычный такой неплохо сбалансированный тяжелый танк. Прям ничего сверхъестественного. Вот. Нормальная тачка на самом деле. Вот. Да, да. Он чем-то похож и внешне даже на чешские тяжелые танки. Там всякие вот эти ТНАши. Да, конечно, не прям... Ах, как много настреляли, 3-е место у нас, но в любом случае еще мы насветили суммы, в любом случае там сколько? 1240, заблокировали 1400, мы молодцы. Ну, почти 4К суммы. Хорошо сбалансированная тачка, едет в принципе нормально, не быстро, не медленно, броня какая-никакая есть. Вот. Обычный тяжелый танк. Твердую четверку он заслуживает. Нельзя сказать, что это кактус, ну и сказать, что это имба, тоже, наверное, не приходится. Вот. Ребята, кому выпал из новогодних коробок, пишите свои комментарии, как вам эта машина, на каком оборудовании вы катаете. Вот. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Выпала из новогодних коробок, что называется, езди. Вот, ребят, подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы. Машина нормальная. До скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.